Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 24 по 30 июля. Уже последняя неделя второго месяца лета, и время куда-то мчится, просто летит. Ну, давайте узнаем, что думают карты. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз лишь прогноз. И он не расскажет о личной истории каждого. Но если мы свою интуицию подключим и образы карты как-то соединим, то какой-то свой внутренний инсайт мы получим определенно. Или, может быть, увидим подсказки, как решить тот или иной вопрос. И первую карту мы достанем, она будет называться «Что важно знать на этой неделе?». Что будет в приоритете? По мнению карт, конечно. Чего не избежать или неожиданности возможные? Чему сейчас не время, по мнению карт? Или может нам помешать? А что нам будет помогать? И мы достанем еще одну карту «Что от меня скрыто?». Имеется в виду не от меня что-то специально скрывают, а именно я на что могу не обратить внимания, а вот как раз это нужно учесть, по мнению карт. И по основным сферам деятельности: жизни, дела, работа, бизнес, финансы, личная жизнь. Что важно знать? Держитесь позиции стороннего наблюдателя. Хоть камни с неба, хоть там, я не знаю, какие-то невероятные па перед нами выплясывают. Буквально вот, наверное, как эти 6 жезлов, которые летают перед персонажем. А он так очень невозмутимо смотрит на это все. И, ну, так держит на всякий случай. Приготовил один еще жезл. Но посмотрите, он ни во что не включается. И много людей, может быть, или много таких ситуаций, когда вас будут пытаться подцепить на какую-то эмоцию. Или чтобы вы кому-то дали согласие, или выразили свое мнение, либо да, либо нет. Ну, как-то проявились, понимаете? А нам все равно карта говорит, ну вот не включайся. Да, хватит сил парировать. А вот вопрос целесообразности, а надо ли? Вот это первый вопрос, который, в принципе, это что важно знать, нужно, наверное, себе задавать перед тем, как начинать какое-то дело или на что-то откликаться, это факт. Но вот информацию мы как раз как будто перерабатываем, мы пропускаем через себя информацию для того, чтобы чего-то важного не пропустить. Иногда бывает так, что мы узнаем случайно какую-то тайну, или для нас как случайно услышанный разговор будет означать решение нашей проблемы. И такое тоже может быть. Но мы тут на своей волне. И, кстати, семерка. По 7 это всегда какая-то пауза или какая-то статика предполагается. Период какой-то перезагрузки, и чтобы понять, что для меня сейчас важно, и главное, что происходит вокруг. Как я могу какие-то свои желания положить на те возможности, которые есть в реальности. Чего не избежать? Ну, здесь кто что планировал. Вы знаете, по карте «Мир» нет ничего невозможного, нам говорят. И тут, начиная от каких-то переездов, от ваших, может быть, проектов, если вы человек творческой профессии, или у вас пусть свое дело, свой бизнес, свое какое-то ремесло, вы это развиваете. Здесь может быть и популярность, и абсолютный успех, и какие-то новые совершенно грани сотрудничества, новое окружение, новые возможности, ну вот практически до бесконечности. Это итоговая карта, поскольку 21-й старший аркан, и нам говорят, что вот итог-то нас как раз порадует. Мы какого-то успеха, по сути, добиваемся в любом деле. Ну, а для кого из вас был запланирован переезд, то вы его совершите. Не на этой неделе, я могу так предположить, потому что бывает, знаете, как задержки какие-то по карте «Мир». Все-таки пространство нам большое показывают, да, и это может как раз проиграться у кого-то в километраже, может быть, как работа, кстати, новая работа, работа с перемещениями, работа с командировками, или удаленная работа через интернет, или работа с большим объемом информации, или, ну, посредством все равно какие-то IT-технологии иногда, когда мы переходим, и это тоже может проигрываться. А у кого-то это может проиграться как
задержки по времени. То есть тоже есть какое-то расстояние временное, и какой-то вопрос, это все-таки старший аркан, будет решен именно в свое время. Тут сколько не ускоряй, что-то идет своим чередом. Это тоже нужно принять во внимание, мои дорогие весы. Но все ваши планы вполне так себе реализуются, хоть дважды. Вот, кстати, очень интересно. а, Момент понимания пространства, время, да, и мы говорим дистанция какая-то, как по времени, так и по километражу. То же самое проигрывается по шестерке мечей. Поэтому я могу сказать, у кого-то здесь может быть как успех через интернет, через какие-то, как свой собственный бизнес, как какое-то свое дело, как какие-то свои задумки. Так и опять же и будет и переезд. Тут вообще, в принципе, знаете, как смена направления может пройти для вас. Так вот, чему сейчас не время? Вот, видимо, если вы планируете переезд, да, вот в два направления, и карта говорит, да, у тебя все получится, но не на этой неделе. То есть сама по себе карта не предполагает, что мы куда-то отправились. Или, может быть, вы и планировали что-то, а здесь обстоятельства как-то так развернутся, что мы можем перепланировать. Или, если мы раньше думали, поеду, не поеду, а теперь мы приходим к выводу, да, точно еду. Или поменяем вообще направление. Но, то есть какие-то будут перемены. Подождите, пока не форсируем события, это точно. Что нам помогает? Прекрасно. Еще одна 6. Любая 6 это победа. Вот вся активность проходит по нумерологии в 6 стадий. Почему любой масти шестерка, второ, это всегда победителя карта или победа в каком-то деле. А следом идет у нас 7. Это неизбежная пауза, когда мы должны словно, ну, где-то оборонять свои позиции, сохранять все то, чего мы уже достигли. И вот у вас с 7 начинается, нам как будто говорит, приведи мысли в порядок и вообще сориентируйся по местности, в пространстве, в своих делах, в своих возможностях, в каких-то реалиях. У тебя, безусловно, все получится, дважды получится, трижды получится. Но сейчас для тебя важно решать вопросы, может быть, финансового достатка или благополучия, сохранять свой имидж, статус, и все то, чего ты уже добился, какую-то материальную часть, потому что в последующем тебе это будет помогать. И как будто деньги-то будут, но эти деньги должны быть, как будто, знаете, применены к какой-то более высокой цели. Очень интересное изображение в этой карте, шестерка пентаклей. Нам здесь человек изображен как маг. Словно он тут колдует практически над этими весами, взвешивая пентакли. Да и весы-то такие необычные. Они изображены в виде геральдической лилии. Это древний символ и очень мощный. То есть действительно тут есть какая-то составляющая для вас, которая, ну, наверное, какое-то духовное, может быть, даже для вас значение, или то значение, как собственная мечта или цель. И вот она как будто может стать все ближе и ближе для кого-то так. Тут как и вдохновение, как и сам путь к своему, ну, наверное, желанию, которое вы искренне хотите осуществить, так и, безусловно, деньги, как будто это все нам помогает. Вера в собственные силы, безусловно, нам помогает. Материализация проекта какого-то нам тоже помогает. Что скрыто? Для кого-то из вас, знаете, ну что скрыто? Тут, в принципе, ничего не скрыто, если честно. Может быть, разве какая-то финансовая составляющая? Вы должны быть, понимаете, абсолютно финансово независимы. Для вас это будет важно. Для того, чтобы осуществился ваш какой-то проект, вот то, что я сейчас говорила. Ведь по королеве Пентаклей она создает своими руками вот тот райский сад, вот эту обстановку, свою какую-то успешность. Это все результат ее приложенных усилий. И, может быть, нам карта говорит, ты должен продолжать, ты должен что-то делать. Или как-то идти к своей цели. Тебе без труда не придет ничего. Если просто сесть и ждать, то это все равно, как отдать свою судьбу на волю случая. Тогда не обессудьте. Что получится, то получится. А если мы как раз хотим чего-то достичь, то тогда наши планы абсолютно осуществимы. Но, тем не менее, через какую-то независимость финансовую к нам придет успех. И, видимо, что скрыто? Все-таки пентакли. Значит, в первую очередь
финансовая составляющая, повторяюсь, или каким образом мы зарабатываем деньги, откуда ко мне приходят деньги, продуктивен ли мой труд, насколько я могу рассчитывать, то есть моя отдача энергетическая и тот эквивалент финансовый, который я взамен получаю. Так вот этот взаимообмен, он должен быть, ну, взаимоустраивающий какой-то. Вам это должно не только нравиться, но и где-то компенсировать как и затраты, так и планы ваши развивать на будущее. То есть тут надо продумать очень серьезно, каким образом ко мне приходят деньги. Вот конкретно тут у вас две даже карты, будем говорить. Не понадеешься на авось, понимаете? Может быть, поэтому нам и семерка жезлов и говорит, будь сторонним наблюдателем, как-то вот есть какие-то свои более важные задачи на этой неделе, мои дорогие весы. Вы им должны уделить внимание самому себе, самой себе и своим планам на будущее. Дела, работа, бизнес. Нам здесь вообще про двойку кубков, это карта любви. Может быть, у кого-то оформление отношений. И причем тут разные ситуации могут, ну, быть. Именно отношений вот вашей пары. Хотя эта карта может, еще это карта дипломатии где-то, умение договариваться, какого-то диалога. И вот как раз вот эти энергии. А нам сейчас со сменой кармических узлов, мои дорогие весы, всем как раз не хватает этой самой дипломатии, взаимопонимания, умения слышать собеседника. У нас же раньше были Телец и Скорпион, ось, а теперь у нас Овен и вы. Так вот, проигрывающая как бы сила, вот как раз дипломатия и умение понимать собеседника. А прогрессивная сила – это как по Овну, это импульс, это жажда действий, это я сказал и все так. То есть продавливать свою какую-то, ну, идею или тему, или самого себя, неважно. Вот именно это будет на первом плане как будто. И это касается людей в том числе. Но если мы говорим решить какие-то вопросы, то не всегда такие энергии страстные, жгучие, импульсивные, они помогают. Как раз больше помогает дипломатия. И вот ваша сильная позиция как раз будет заключаться в том, что вы практически со всеми можете договориться и обойти все острые углы. Вот пользуйтесь тем, что вас, чем вас, точнее, одарила природа. Финансы. Не должно быть никакого риска. По финансам нам говорят. Вот, собственно, наверное, все то, что я уже сказала, и карта имеет продолжение. Королева мечей. Очень красиво изображена. Здесь как раз королева, ваша энергетика, повторяюсь. И посмотрите, что-то задумала, как будто королева. Она королева мысли в первую очередь. И крылышки тут нам показаны на колонне. Где-то прообраз, один из символов Меркурия, то есть мысли. Мысли, причем разные. И где-то, когда мы допускаем альтернативный вариант каких-то событий или нашего восприятия того или иного обстоятельства, это будет важно. Но, несмотря на какую-то прекрасную атмосферу, держит наша королева меч. То есть от чего-то она готова отказаться. Есть какая-то реальность. И как раз об этой реальности, если мы рассмотрим эту карту, птица – это тоже мысли наши где-то или новости. Вот то, что мы бы хотели, может быть, осуществить. И среди этой прекрасной обстановки одна из этих птичек подлетела очень близко вот к этой кошке. И милое животное вроде бы ничего не предвещает, можно доверять, выглядит очень ласково. Да-ка вот одна решила полюбопытствовать и уже очень приблизилась к опасному зверю. Вот где-то мы не должны своей наивностью спровоцировать или поддаться на то, что выглядит, ну, где-то так аллегорически, как кошка мило, абсолютно безопасно и очень даже как будто готова к дружбе или для продолжения. То есть мы не можем собой рисковать. Поэтому альтернативный вариант развития событий или тот момент, когда мы, может быть, должны выйти из какого-то дела, отступить полшага назад, а у нас на финансы
кому-то сказать «нет» и не тратиться, а может быть сказать самому себе «нет» и какие-то траты вот так уменьшить. Ведь нам несколько карт сказали уже о том, что финансы как будто мы должны сохранить, потому что есть какой-то наш план, и он должен быть осуществлен. И в личной жизни король Пентаклей. Деньги будут, понимаете? Вот на неделе деньги будут. Но от того, как словно мы распорядимся, будет зависеть наша мечта. Тут что-то такое может быть очень важное у вас на кону. А, Эта карта может говорить и о партнере. Может быть, это ваш близкий человек, который рожден буквально под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. Или асцендент там имеет, или, может быть, и по Луне. Ну или в целом это надежные друзья. Проходит по этой карте эта обстановка, когда, в принципе, у нас сейчас сильная позиция. И дом-то, если мы на личную жизнь, как будто тоже все в порядке, все хорошо. И, видимо, каких-то кардинальных изменений тут не будет по личной жизни. Больше мы на сохранение. Хотя у кого-то у нас выпала пара, вопросы именно вашего союза, но в каком-то тогда материальном эквиваленте, может быть, по поводу переезда, обсуждать имущество или дальнейшее продвижение какого-то проекта, или, может быть, проплаты какие-то тут, ну, тысяча вопросов. Но все как раз стабильно предполагается. Мы должны это все сохранить, не просто деньги ради денег, а для какой-то высокой мечты, мои дорогие. Несколько карт об этом говорит. А для кого-то из вас с учетом двойки кубков, если была прежде дружба, вы можете на этой неделе конкретно обдумывать, обговаривать, как мы будем жить вместе. А может быть, вы уже съедетесь и начнете жить парой. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.